смотрим. Сегодня у нас состоится разговор о творчестве Бетховена. Бетховену исполнилось 250 лет. И, наверное, только один человек в мире, это маэстро Даниэль Баренбойм, знает творчество Бетховена лучше всех нас. Он знает его как пианист, играя все сонаты Бетховена, все симфонические произведения, оперу, а также камерную музыку. Даниэль, я представила тебя человеком единственным на сегодняшний день. Я понял. Тогда мне переводить не надо. Все понял. Итак, Бетховен, сколько раз ты записал все 32 сонаты? 5. Первый же раз весь цикл я записал в 60-м году. Из них 2 были сняты еще и на видео. Когда ты прослушиваешь свои записи разных периодов, какие ты слышишь в них отличия? Не знаю, я их не слушаю. Правда? Мне никогда не было интересно слушать собственные записи. Никогда. Тогда что побуждает тебя снова записывать, если у тебя уже есть старые альбомы? Причина в том, что на протяжении всей своей жизни я считаю Бетховена своим главным учителем. Я его боготворю. Я не устаю, и мне не наскучивает читать его партитуры, искать в них что-то новое. Все из-за этого. Когда произошла твоя первая встреча с Бетховеном? А вот это, кстати, забавная история. Я был тогда еще совсем маленьким. Жил с родителями и бабушкой с дедушкой в Буэнос-Айресе. Никто никакого отношения к музыке не имел. Но бабушка любила иногда слушать, как я занимаюсь. И вот как-то раз я играл сонату Моцарта. И она меня спрашивает: «Это что?» Я отвечаю: «Моцарт? Фу, какая ерунда. Моцарт какой-то. Вот Бетховен — это да». Это и есть первая встреча. Только потом я сыграл свою первую сонату в 8-летнем возрасте. И это, между прочим, была именно первая соната. Ну а к 17 годам я уже играл полный цикл. Однажды ты сказал очень точную вещь. Все творчество Бетховена можно наблюдать в его фортепианных сонатах. Это настоящая лаборатория. Дело в том, что я думаю, у композиторов, которые сочиняют разную музыку, и оперную, и камерную, и инструментальную,
Обязательно есть что-то наподобие интимного дневника, какой-то жанр или музыкальная форма, где они исследуют собственную душу. Это не относится к композиторам вроде Верди или Вагнера, писавших только оперы. В случае же с Бетховеном, его сонаты и струнные квартеты — настоящий дневник, который он вел на протяжении всей своей жизни. Он сочинял их с юности до самых последних дней. Мы знаем, что Бетховен, по слухам, был блестящим пианистом. Но на самом деле он не так часто исполнял свои сонаты. В какой-то момент он вообще перестал сам играть. Я имею в виду на публике. Но то, что он был отличный пианист, никуда не ушло. Это слышно в его музыке, чего нет, например, у Брамса. У Брамса множество красивейших фортепианных сочинений, и концерты, и камерная музыка, и пьесы для фортепиано соло. Но сравнивая все эти прекрасные вещи с написанным Бетховеном, мы сразу видим разницу. Причина даже не в гениальности и не в его, вероятно, блестящей технике, а в том, что он по-настоящему понимал, как устроена вселенная фортепианной музыки. И здесь он был первым. То есть на самом деле толчок всему романтизму и виртуозному стилю происходил от Бетховена. Разумеется. Уже первые его сонаты виртуозны и технически сложны. Третья вообще очень сложная. Не исключаю, что эти особенности его стиля как-то связаны с глухотой, с тем, что ему приходилось использовать свой внутренний духовный слух. Это не о физических процессах. Когда музыкант играет или дирижер ведет за собой оркестр, музыка звучит у них внутри. Это особый внутренний слух, который дополняет внешний. Об этом часто забывают. Два этих уха обязательно должны быть синхронизированы. Сначала звук раздается внутри, потом его нужно воспроизвести. Большинство людей об этом просто не знают, но только не дирижеры. Дирижеры с этим работают постоянно, потому что у них нет физического контакта со звуком. Мы сейчас говорим о том, что Бетховен – это прежде всего композитор. Затем, безусловно, пианист. Но кроме того, он же был и дирижером. Удивительно читать о том, что в 1824 году он дирижировал 9-й симфонией и не слышал аплодисментов и оваций. Как ты думаешь, как он дирижировал? Вот поэтому так важно понять, что такое этот внутренний духовный слух. И, повторюсь, чрезвычайно важна синхронизация. С этим трудно смириться, если ты живешь в наше материальное время, и ты не глухой, что музыка, звучащая у тебя внутри, и та, что звучит снаружи, это две несинхронизированные плоскости бытия, что их нужно сводить. Но как иначе объяснить то, что в своих самых поздних сонатах Бетховен использует практически всегда? Я, конечно, немного утрирую. Только самые низкие и самые высокие регистры, и очень мало средних. Мне кажется, это связано с определенной рассинхронизацией. Именно это направление его поисков, с тем, что он полностью потерял физический слух. Известно, что симфонии Бетховена не были так популярны в его время. Но, к примеру, Ференц Лист сделал большое дело, переложив симфонии для фортепиано. Как ты относишься к такого рода экспериментам? Переложенные Листом симфонии — шедевр. Для меня, правда, совершенно неиграбельный. Эта музыка убийственно сложна в исполнении. Все дело в инструменте. Фортепиано — наименее субъективный из всех инструментов в плане звукоизвлечения. Вот представьте, на скрипке или на виолончели или на гобое можно сыграть одну единственную красивую ноту, но для этого нужно слиться с инструментом. Для этого нужен человек. В случае с фортепиано сливаться совершенно не обязательно. Любое механическое нажатие на клавишу создаст звук. Не обязательно красивый, но звук будет. Возьмите пепельницу, нажмите ею на черную клавишу, и вы услышите, как она звучит. На
На скрипке, на гобое, на флейте ничего подобного невозможно. Поэтому я и люблю повторять, что фортепиано — инструмент иллюзии. Его физические возможности ограничены. Например, легато в строгом значении слова на нем не сыграть. Никакой связанной, льющейся музыки. Но можно создать такую иллюзию, и это невероятно интригует. Именно поэтому симфонического Бетховена и нужно перекладывать для фортепиано, чтобы создать эту великую иллюзию, где сливаются в единый хор множество инструментов и человеческих голосов. Известен тот факт, что к 30 годам у него появились проблемы со слухом, глухота. Ощущается ли это в его произведениях? К примеру, первая, вторая симфония очень легкие. Знаешь, я очень люблю биографии, читаю их с детства, и не только биографии музыкантов. Мне интересно, через что все эти люди прошли. Но музыку играть по биографиям нельзя. Вот ты вспомнила вторую симфонию, а это одна из самых жизнерадостных вещей во всем творчестве Бетховена. Хотя создавалась она в то же самое время, когда было написано Гейлигенштадтское завещание, где проскальзывает мысль о самоубийстве. Как это объяснить? Ведь в музыке ничего подобного нет. Музыка радостная и веселая. Дело в том, что объяснять и не надо. Не надо искать отражение жизни в творчестве. Мы не знаем, мы никогда не узнаем, создавал ли он эту симфонию в подавленном, глубоко депрессивном состоянии, или наоборот, освобождался в музыке от всех своих страданий и страхов. Так что читать биографии – занятие увлекательное, а интерпретировать на их основании музыку совершенно бессмысленное. Между тем, практика эта широко распространена, особенно в наши дни. Говорят, ах, он так страдал, что ему пришлось пережить, и играют соответствующе. Шуберта, например, хотя про Шуберта мы точно знаем, что только в музыке он обретал покой. Неоконченная симфония. Все эти быстрые ноты, 16-е, непрерывные движения. Есть очень интересное видео, как это репетирует Мравинский. Играют всегда либо взволнованно, аджитато, с напряжением, чтобы все понимали, как он страдал, либо подчеркнуто спокойно, рассказывая о том, как бедный композитор находил успокоение в музыке. Хотя, по мне, музыку так биографически трактовать весьма опасно. Хорошо. Но, к примеру, героическая симфония, где стояло посвящение Наполеону. Фактически 10 лет спустя это посвящение было стерто. Бетховен был действительно страстным и активным гражданином. Понимаешь, когда говорят об увлеченности и отчасти даже вовлеченности Бетховена в политические процессы его времени, в этом есть правда. Случаи с Наполеоном и другие это подтверждают. Но все-таки политика не самое в данном случае подходящее слово. Лучше говорить о гуманизме, потому что его волновали именно люди, их горести, как они с ними справляются, их беды и радости. Его интересовал каждый отдельный человек и все мы, люди, вместе взятые. Что мы знаем, что умеем, что можем. И в этом смысле для него был чрезвычайно важен Наполеон. Как удивительный демократический феномен. Осмелюсь предположить, что и разочарован он был не политическим актом, то, что он сделал себя императором, а мелочностью этого поступка. Он был разочарован не политиком,
но человеком. Скажи, пожалуйста, если говорить о музыке в целом, о значении композиторов, мы знаем настоящего бога, глыбу, это Бах. За ним приходит Бетховен. Может быть, это немного банальное, примитивное сравнение, но тем не менее, часто говорят, Бах – это божественная музыка, а Бетховен, напротив, человеческая музыка. Так ли это? Что ты думаешь? Все это очень субъективно. Я, например, во второй части последней, 32-й сонаты, слышу разговор о Боге, хотя это Бетховен. Ну а Бах, который, конечно, бог музыки, писал при этом в большом количестве танцы. Не стоит на этом зацикливаться. Важнее не это, а то, кто и как повлиял на дальнейшее развитие музыки. И здесь Бетховен чемпион. Он произвел настоящую революцию. Именно он определил все дальнейшее развитие фортепиано. Именно он создал новый тип звучания оркестра, и этот список можно продолжить. Он по самой своей природе был новатор, создавал то, чего до него не было. Например, у него встречается крещендо. Это когда музыка становится все громче и громче, а затем субито пьяно, внезапно пьяно, когда неожиданно опять начинают играть тихо. До него такого не делали. Ни у кого не хватало мужества исполнить крещендо до конца и затем без паузы перейти к пиано. Технически это очень сложно исполнить. Как добежать до края пропасти, резко остановиться и начать балансировать. Для меня это пример музыкальной отваги. Но он ведь и в жизни был храбрым человеком. Впрочем, здесь мы опять залезаем в биографию. Но у Баха-то нет субито пьяно, и у Моцарта нет. У них нет ощущения, что подходишь к краю и не падаешь. Бетховен развивался в своем творчестве прежде всего как композитор и пианист. И у него одна опера, на которой он работал почти 10 лет. Понимаешь ли ты, почему эта опера так тяжело ему далась? Почему стала для него настоящим трудным ребенком? Однозначного ответа у меня нет, но, думаю, в первую очередь дело в сюжете. Есть две всемирно известные немецкие оперы – «Фиделио» Бетховена и «Тристан и Изольда» Вагнера. Обе, как мне кажется, зачастую трактуются неправильно. Про Тристана говорят, что это опера про любовь, а про Фиделио, что она о политике и гражданском мужестве. Я же думаю, что все это не так. Тристан – это о смерти и немного о любви в связи со смертью, в первую же очередь о смерти. А Фиделио – совсем не политическая опера. Она не о гражданском, а о человеческом мужестве, о храбрости конкретной женщины, готовой на все, чтобы освободить своего мужа, которого она, конечно, любила, но любовь в данном случае не главное. Музыка рассказывает не о любви, а о невероятной отваге и решимости защитить и вернуть свободу тому, кого любишь.
Поэтому Фиделио так труден. Среди многочисленных дирижерских трактовок этой оперы есть своего рода два полюса. Это Тосканини и Фуртвенглер. Тосканини всегда удавалось сохранить ту невероятную силу, что заложено в этой музыке, ритмически очень стабильной и в каком-то смысле линейной. С Фуртвенглером же вы попадаете в философски изменчивый мир, где все получает развитие, включая музыку. Он говорит о развитии и становлении, а не о зафиксированном существовании. Оба по-своему правы. Идти можно как за одним, так и за другим. В идеале же брать понемногу от одного и другого. А это как раз непросто. Поэтому дирижировать Фиделио всегда так сложно. Кстати, о дирижировании. К примеру, Мравинский чаще всего дирижировал только 4 симфониями. 4, 5, 6 и 7. Таков был его выбор. Я знаю, что тебе очень нравится Мравинский. Как ты думаешь, почему он ограничился этими 4? А вот этого я не знаю. Должен признаться, что плохо знаком с его Бетховеном. Нет, не то чтобы Мравинский для меня это только русский репертуар. Хотя то, что он великий дирижер Чайковского, знает каждый ребенок на этой планете. Или Шостаковича. И его исполнение фантастической симфонии Берлиоза стало в свое время для меня настоящим откровением. И, кстати, у меня в жизни было всего 2 серьезных разговора с Гербертом фон Караяном. И во время одного из них он произнес фразу, которую я так до сих пор до конца и не понял. Он сказал: «Принято считать, что величайшими дирижерами первой половины 20 века были Тосканини и Фуртвенглер». Я в этом не уверен. Для меня это скорее Бруно Вальтер и Мравинский. Любопытная мысль, согласись. Сам-то я точно считаю Мравинского эталонным дирижером. А какая в Ленинградском филармоническом была струнная группа, как парад на 1 мая в Москве. Все смычки двигаются синхронно, взлетают и опускаются вместе как один. Кажется, что играют одно и то же, но у всех разные партии. Невероятно. Какой-то балет. Благодаря своей человеческой гуманистической значимости финал 9-й симфонии стал своеобразным гимном для Европы. Это был подходящий выбор? Конечно же. 9-я симфония особенная. Вот почему именно ее мы исполняем каждый год с оркестром Государственной капеллы в Берлине в новогоднюю ночь на протяжении последних 28 лет. И это не концерт приятной легкой музыки, чтобы создать праздничное настроение. Нет. Мы хотим, чтобы люди в зале задумались о всем том, что случилось с ними за прошедший год. Потому что 9-я симфония — глубочайшее философское произведение. Бетховен довольно мало написал для скрипки. Это не только Бетховен, у всех композиторов так. Фортепианный репертуар в сотни раз больше, чем для всех остальных инструментов. Но в то же время 5 сонат для виолончели в то время это действительно много. Он явно любил этот инструмент. Он рано начал писать виолончельные сонаты.
Ну а медленная часть в его тройном концерте, по мне, так это просто полноценный концерт для солирующей виолончели. Скрипка и фортепиано там лишь сопровождают. Я бы даже не сказал аккомпанируют, просто вносят свой небольшой вклад. Вообще, для развития этого инструмента Бетховен сделал невероятно много. Никто до него, да и после, не писал так много для виолончели. А размышлял ли ты о тональностях у Бетховена? Фа-мажор. В его симфониях встречается только в 6-й и 8-й, только в этих двух. С чем связан этот выбор? Я бы лично не стал здесь искать какой-то скрытый смысл. Не надо теоретизировать, лучше использовать чувства. А чувства подсказывают, что эстафета скорее передается не от 6-й к 8-й, а от 6-й к 5-й или от 6-й к 7-й. Что же касается тональностей, помню, у меня был на эту тему разговор с Рафаэлем Кубеликом, великим дирижером. У него каждая тональность ассоциировалась с цветом. Ре мажор, соль мажор и ре минор, например, были желтыми. Почему, я не знаю. Я в этом смысле абсолютный дальтоник. Во время исполнения музыки я думаю не о цветах, а о гармонических связях. Гармония — самый могущественный элемент. Если повторять один и тот же аккорд 1027 раз, а потом на 1028 раз сыграть другой аккорд или другую ноту, создашь новый ритм, который будет повторяться каждые 1028 раз. Нельзя недооценивать важность гармонии, а ее в наши дни часто недооценивают. Постоянно говорят о ритме, динамике, цветах. Между тем, с каждой новой гармонией будто мир меняется, будь то хоть одна единственная нота. И в конце концов мы вечно ищем гармонию в мире, стремимся к этой великой цели. Да, музыка в этом смысле отличная метафора. Ведь что важно в музыке? Гармония и контрапункт. Контрапункт — это самостоятельность голосов. Я что-то говорю, а ты комментируешь или наоборот. Идея контрапункта — это идея обмена. Обмен идеями, ведущий человечество вперед — это контрапункт. Даниэль, как-то однажды ты замечательно сказал про вариации. Это та форма, которую Бетховен тоже невероятно развил. На самом деле, последние свои крупные вариации на тему вальса Диабелли, сам он уже вариациями не называл. В заглавии вместо привычного термина итальянского происхождения «вариационен» он использует немецкое «верандерунген» — изменение. За этим целая философия. Вариации, я сейчас имею в виду слово, а не музыкальную форму, предполагают не трансформацию, а своего рода комментарий. Например, у тебя такое красивое платье. Если добавить к нему шарф, обыграть какой-то из присутствующих в твоем наряде цветов, получится вариация. Но это не изменение. Изменение, когда поменялось само платье. Разница существенная. Для фиксации этих новых смыслов позднему Бетховену требовался немецкий язык. Одно время он даже темповые обозначения пытался писать на нем. Потом, правда, вернулся к итальянскому. Даниэль, еще один очень личный вопрос. Ты, конечно, сам по себе монумент для нас. Можешь ли ты себе представить, что в следующем поколении появится кто-то подобный тебе, у кого будут в руках все клавирные концерты, все симфонические произведения? Конечно. А сколько до меня было отличных музыкантов, которые это все играли. Ганс фон Бюлов, например. Думаю, он был первым, кто играл все фортепианные сонаты на память. А еще он был фантастическим дирижером и неплохим композитором. В отличие от меня.
Когда-то и я сочинял, но вовремя прекратил. Я изучал контрапункт, гармонию и композицию у Нади Буланже в Париже. И кое-что писал. Потом перестал. Она меня спрашивает: «Почему ты перестал сочинять?» Я ответил: «Предпочитаю сам вам сказать, что это никуда не годится, чем услышать об этом от вас». С тех пор ни ноты. Скажи, пожалуйста, ведь это с Бетховена началось то, что мы называем программными произведениями. Пасторальная, героическая симфония. Почему он стал давать такие названия? Честно, я об этом не думал. Да это и не важно, потому что все это держится на ошибках. Лунная соната, например, никак не связана ни с каким лунным светом. Там тот же музыкальный образ, что и в Дон Жуане, когда умирает командор. Первая часть лунной сонаты определенно о смерти, а не о лунном свете. Из сонат, кстати, единственная, у которой есть программа, это «Лезадье», прощальная. В остальных случаях это не программная музыка. Названия не бетховенские, их придумал издатель. Но героическая – это Бетховена. Вроде бы да, если не ошибаюсь. А пасторальная? Пасторальная тоже. Кстати, еще у каждой части свое название. Да, поэтому он сам выбрал эти два, чтобы указать программу, чтобы не было неправильной интерпретации. Знаешь, я не лучший собеседник для обсуждения этих тем, потому что я не верю в интерпретацию. Я верю в закон. А закон для меня — эти черные точки на белой бумаге, которую мы называем партитурой. Читать партитуру сложно. Это не как чтение книги. При чтении книги, если чего-то не понял, вернулся назад и еще раз подумал. С музыкой это невозможно. Музыка — это поток. Она идет дальше, не ждет тебя. Не думаю, что великие композиторы, такие как Бетховен, нуждаются в интерпретациях. Скорее, в квалифицированных читателях, которые не только умеют читать, но и понимают их язык, а значит, способны понять смысл партитуры. Вот, например, ты знаешь русский, немецкий и английский, умеешь читать, соответственно, знаешь алфавит. Но датского ты не знаешь, не говоришь. Или ты говоришь по-датски? Нет. Следовательно, если я дам тебе текст на датском, ты сможешь его прочитать, потому что у них латинский алфавит. Но ты ни слова не поймешь. Музыкальный же текст так без понимания не прочитать. Музыкальный текст можно прочитать, если только хорошо знаешь язык. Понимаешь все связи между бесчисленным множеством элементов. Темп, громкость звука, различные культурные коннотации. Все. Буквально все. И когда читаешь и затем играешь нотный текст, нужно одновременно быть в прошлом, думать о последних сыгранных нотах, настоящем, анализировать то, что играешь сейчас, и в будущем понимать, куда ты идешь. В плане динамики тоже все относительно. Что такое пиано? Никто этого не скажет, потому что пиано после пианиссимо будет громче, чем пиано перед меццо-форте. Вот поэтому так важно одновременно существовать в прошлом, настоящем и будущем. Это чудовищно сложно. И это куда важнее, чем то, что называют интерпретацией. Интерпретация — это манифестация эгоизма. Я интерпретирую. По мне, это звучит неприлично. Важно не то, как кто-то интерпретирует, а что написано в нотах. Ноты — это закон. Нельзя, если в нотах стоит пиано, говорить: «Да, там пиано, но я чувствую, что это на самом деле меццо-форте или форте».
Или смены темпа нет? Но мне кажется, будет лучше, если я здесь сыграю чуть медленнее или чуть быстрее. Нет, ни в коем случае. Небольшие колебания возможны, даже необходимы. В отношении темпа, например. Наше сердце в течение дня, оно ведь тоже не всегда бьется с одной и той же скоростью. Главное — не разрушать целостность произведения. У здорового человека ни с того ни с сего сердце в 2 раза быстрее не забьется. Текст менять нельзя. А интерпретация — это именно изменение текста. Для меня это неприемлемо. Даня, что ты можешь пожелать публике, чтобы продолжать слушать эту музыку и еще больше приблизиться к ней? Чтобы приблизиться к великой музыке, нужны концентрация и усилия. К примеру, нельзя так. У тебя был сложный, очень неудачный день. Ты поругался дома с женой или мужем, в офисе сцепился с секретаршей, потом сходил к зубному, где тебе было больно, потом посетил налоговую, где тебе сообщили неприятные новости, и вот без 5:08 ты сидишь в зале филармонии или Большого театра и ждешь чуда. Только чуда не будет. Ничего не будет, я это гарантирую. Без спокойствия и внутренней тишины ничего не произойдет. Все музыканты это знают. Мы не имеем права выйти на сцену, если внутри у нас кто-то в ярости бьет посуду. К публике это тоже относится. Первая нота должна родиться из полной тишины. Ты хватаешься за нее и несешься. Летишь через всю эту красоту до самого конца. И вот тогда случится чудо. Чудо проникновения в тебя великого искусства. А если просто сядешь и будешь ждать, никто и ничто тебя никуда не унесет. Самое главное — быть готовым к прослушиванию великой музыки. Даниэль, спасибо тебе огромное за чудесный разговор. Это тебе спасибо. Смотрит